растет, и в какой-то момент она срывается и начинает вот так вот ехать и дергаться. Вот так вот все грустно здесь выглядит, ротор не проворачивается. Всех приветствую. В общем, собираюсь я поехать в Нью-Йорк. Вот уже проложил маршрут. Маршрут будет достаточно длинный, потому что ехать где-то 850 миль, это где-то около 1400 километров. Буду ехать на своей машине, Tesla техничка, кто может быть помнит. Я как-то подсниму, я вот уже переделал здесь салон, уже в очередной раз. Здесь уже стоит другой потолок, другие сиденья. А сейчас я хочу добраться до Нью-Йорка на ней. Хочу поехать на концерт «Танок на Майдане Конга» и встретиться там со своим товарищем, с которым давно не виделись. Он как раз в Нью-Йорке будет работать на этом концерте. И как бы было бы прикольно и как раз в Нью-Йорк съездить, и повидаться с ним. Дорога, конечно, займет определенное время, плюс еще мне придется останавливаться, заряжаться, это еще плюс какое-то время. Я, если честно, ни разу не ездил на Тесле прям на далекие расстояния, как это, поэтому это будет мой первый опыт, и я постараюсь немножечко подснять и поделиться с вами, как это все это было, и как я все-таки добрался до Нью-Йорка на Тесле Model S, на своей техничке, на которой вы уже видели эту машину раньше на серии. Она у меня уже практически год, я на ней езжу, но на далекие расстояния езжу в первый раз, поэтому поделюсь с вами вот таким вот интересным опытом, посмотрим, что такое суперчарджер, как это быстро работает в Америке, потому что как бы я ездил на какие-то относительно недалекие расстояния в Украине, но там это другая история абсолютно, потому что там нет суперчарджеров, там есть только CHAdeMO или CCS2, а здесь как бы суперчарджеры, это сеть зарядок, которая оригинальная Tesla, которая говорит о том, что ездите по всей стране, ни о чем не переживайте. Вот мы и попробуем, как это будет у нас происходить. Я уже проложил маршрутик, как я показывал. Ехать нам... он хочет, чтобы я дозарядился на этом суперчарджере. Ну, в общем, навигация Tesla, она мне будет сама подсказывать, где чуть-чуть зарядиться, где сколько постоять, как лучше ехать, с какой скоростью. Машина, в общем, типа как бы за этим будет следить. Поэтому интересно, что из этого всего выйдет. Поехали! Вот так вот навигация Теслы пишет, где остановиться, на какое время. Вот первая остановка 15 минут, потом будет остановка 30 минут зарядиться. И как бы он все пишет, где насколько остановиться, где сколько зарядить, где сколько постоять. То есть как бы думает за вас. Будем думать, что он не будет ошибаться и будет давать нам правильные советы и рекомендации. Сделаем сейчас первую остановочку на 15 минут и поедем. Первая наша остановочка 15 минут. Вот тут беда произошла. Я вчера ставил зеркало, снял его, а поставить назад не могу. Очень жесткое кольцо, упирается, не хватает мне. Боюсь сломать еще немного. Ну, сейчас попробую поставить. Надеюсь, я не буду ехать так всю дорогу. Вон там видно самолет чуть-чуть. Это суперчарджер вблизи аэропорта Охара. Тут наш шап не очень далеко. И этот суперчарджер, на который я чаще всего приезжаю, если мне нужно быстро зарядиться. Потому что он ближайший. Этот и Верлингтон Хайс еще один. Значит, буду ехать дальше. У меня к следующему суперчарджеру будет 9%, и ехать мне будет 2 часа 28 минут, 166 миль. Посмотрим, как посчитает расход, как посчитает это расстояние машина. Посмотрим, сколько у меня останется к этому суперчарджеру. 9% или может быть немного меньше. Но главное, чтобы не сильно меньше. Все, наша первая зарядочка 15-минутная закончилась, поэтому продолжаем наше движение дальше. 6 киловатт всего она нам добавила, ну посчитала, что нам нужно. Наверное, лучше знает машина. Посмотрим. Ехать нам 2 часа 44 минуты, 166 миль. И когда мы приедем, должно остаться 11%. Будем посмотреть. Оплатили толк, так и едем. Через 2 минуты у меня будет первая зарядка. Приеду я туда с 30%. Там мне нужно будет постоять 40 минут. 40 минут позаряжаюсь и поеду дальше. Где-то правее наш суперчарджер. Пока что-то не видать суперчарджера. А вот Tesla здесь, наверное, тоже ищет суперчарджер. Вон он. Я его увидел. Вот он, наш суперчарджер. Что здесь не надо съезжать к суперчарджеру далеко, а он прям возле хайвея сразу. И это удобненько очень. Пойду поищу провод, который мне нужен, а то у меня нет с собой.
купил такой вот кабелек. Ну, пришлось купить за $16, потому что не заказал за пару долларов заранее. Вот мы едем как раз по этой дороге. Мы здесь продолжаем ехать вот так вот. Здесь есть прям карта. Прикольно. Пойду попробую, работает ли кабель, а то они такие, могут и не работать. Зарядочка у нас идет. Попробуем нашу зарядку. Заряжается. Это уже хорошо. Сейчас еще немножко зарядимся и будем ехать дальше. Машина говорит, что нам уже достаточно энергии для продолжения поездки, поэтому продолжим наше движение. Зарядились минуток сколько, 30, наверное, я постоял. Поэтому продолжаем ехать дальше. Let's go! Приветствую нас на канале. У нас такой вот пациент. Наверное, она закрыта просто. Прикольно. Без бустера никуда. Короче, такая у нас машина. Нас попросили ее починить. Это не наша машина, это клиентская машина. И какая у нее проблема? У нее, в принципе, каких-то критических ошибок нету по батарейке или по мотору. Но, то есть, какие у нее проблемы, скорее всего, по мотору? То есть, когда ты пытаешься ехать, нажимаешь газ, сейчас я покажу это. Машина не едет, но видно, что нагрузка на расходометре, ну, вернее, там, где нагрузку показывают, на шкале, растет. И там в какой-то момент оно так срывается и начинает ехать. И у меня есть подозрение, что что-то клинит, подклинивает в моторе. То есть, вообще, изначально была версия, что что-то с редуктором или с дифференциалом, или еще с какими-нибудь шестернями или подшипниками. Но моя еще одна из моих версий, она, конечно, такая очень интересная, но я когда-то слышал про такое, что сам ротор в статоре, он корродирует, если туда попадает какая-то влага. И из-за этой коррозии, там расстояние между ротором и статором небольшое, и когда коррозия начинает разрушать металл, то расстояние становится еще меньше, и ротор тупо цепляется за статор. И, естественно, в какой-то момент ротор не может прокрутиться, поле и нагрузка растет, ток. Потом момент, когда ток уже становится большим, оно все-таки срывает ротор, и он начинает чуть-чуть крутиться. Но когда ты бросаешь газ, он сразу останавливается. Если машину поставить в тоу-мод, то она вообще не толкается. То есть мотор не дает ей катиться. Поэтому я думаю, что проблема может быть и либо первая, или вторая, которую я озвучил. Поэтому мы сейчас закатим машину в шап, закатим ее на подъемник, будем снимать мотор, разбирать мотор задний и смотреть, что там внутри. Здесь у нас какой-нибудь 13-12 год, скорее всего 13. Водителя, скорее всего, звали или владельца Ахмед. Здесь я смотрю, что у нас уже Intel стоит. Скорее всего, дилеры поменяли по гарантии. Сейчас будем пробовать двигаться на этой машине, а двигаться на ней не очень просто. И сейчас вы увидите почему. Батарея здесь разряжена в ноль, поэтому 12-вольтовый аккумулятор не подзаряжается. Но если бустером бустануть, то в принципе сам DC-DC поддерживает 12-вольтовую сеть. Сейчас буду пробовать ехать, и мы увидим, как это происходит. Я включаю драйв. И вот я буду пытаться двигаться. Отпускаю тормоз, машина не едет. Вот ток растет, растет, и в какой-то момент она срывается и начинает вот так вот ехать и дергаться. Но если дать газу больше, то я в принципе еду. Сейчас он немножечко его раскрутит, вот в принципе вот так вот я двигаюсь. Если я сейчас брошу газ, остановлюсь, она даже катится немного. Я остановился. А теперь она начинает ехать легче. Немного раскрутилась. Ну, в принципе, прикольно. Сейчас разберем, там что-нибудь почистим и, надеюсь, поедем. Ладно, я шучу на самом деле. Посмотрим, что там за проблема и что мы будем в этом моторе менять. А сейчас машина стала двигаться. Заезжаю в шап. Есть у нас ошибочки по разбалансу в батарейке. Сейчас посмотрим насколько. Разбаланс очень большой. Вот в 10-м модуле разбаланс у нас. Остальные на первый взгляд вроде бы более или менее. Хотя 44-41. Нет, батареечка очень грустная здесь. Так, а по сопротивлению изоляции 1700. Ну, сопротивление изоляции в принципе неплохо. Я подозревал, что там влага есть внутри мотора. Но влаги нет, сухо. Поэтому моя версия с подклинивающим ротором, она здесь, конечно, немножечко не совпадает. Но опять же, сейчас разберем и все увидим. Кстати, сейчас батарейка в нуле разряжена, поэтому там разбег может быть сильно больше, чем когда она будет чуть-чуть выше сок. Поэтому сейчас мы ее немного подзарядим, потом уже будем смотреть на реальный разбаланс. Потому что это немножечко неправильно так оценивать батарейку. Ну вот подрамник с мотором уже на земле. Сейчас будем вытаскивать отсюда мотор, а потом смотреть дальше, что у нас там внутри.
мотор уже на поддоне, продолжаем разбирать. Так, проехал очередной тол, дали мне очередной тикет. Толов, конечно, целая куча. Осталось 3 минуты. Заезжаем на очередную зарядочку. Мы в штате Огайо. Там мне нужно будет постоять 30 минут. Вторая зарядочка. Продолжаем наше движение. А вон и суперчарджер. Классно, что суперчарджеры прям по дороге. Ну, не нужно далеко куда-то съезжать с хайвея. Сразу раз и заряжаешься. Очень удобно. Будем продолжать путь. До следующей остановочки у нас 2 часа 16 минут и 150 миль. Двигаемся. Так, а у нас очередная остановочка. На 20 минут нужно постоять, подзарядиться. Так что зарядочка. Получается, что машина предлагает не постоянно стоять долго и разряжаться, ну, до минимума. Она смотрит, как удобнее. Там где-то постоять, как я уже говорил, 15 минут, где-то 10, где-то 30, где-то 40. То есть она сама предлагает тебе так делать. Поэтому постоим 20 минут и снова едем дальше. Ну да, чем бы еще мы с Колей в субботу занимались. Примерно так выглядит наша суббота. Дела. Энкодер в антифризе, что не есть хорошо. Смотря на это, я думаю, моя версия подтверждается. Так вот все грустно здесь выглядит, ротор не проворачивается. Такое вот веселье нас здесь ожидало на самом деле. В принципе, ничего удивительного. Ну, значит, тут была коррозия. Из-за коррозии, естественно, сердечник статора он корродировал. И, получается, весь этот зазор, сюда попадала вот эта коррозия, и она тормозила сам ротор, который не мог нормально проворачиваться. Очень странно, что по сопротивлению изоляции у нас не было каких-то проблем. Сейчас я померю весь мотор на сопротивление изоляции. Но по лифдате, по данным, там сопротивление было, ну, как бы нормальное. Поэтому сейчас мы постараемся вытащить отсюда ротор, померяем на сопротивление статор и посмотрим, что мы дальше будем с этим делать. Так, пробуем мерить сопротивление изоляции. Сопротивление изоляции очень грустно. Мы сейчас разбираем полностью этот мотор, снимаем инвертор, разбираем редуктор и будем статор сушить, как обычно. Потому что в таком положении мотор, естественно, никуда не поедет. Тут довольно чисто внутри. Вот такая у нас печальная картина здесь. Вот это и тормозило. Ротор в статоре, из-за этого он не мог крутиться. Да, картина печальная. Мотор мы весь разобрали. Сейчас статор отправится в сушку. Все это дело мы почистим. И будем дальше смотреть, что у нас получится. Если у нас статор высохнет и сопротивление будет нормальное, тогда мы все это дело сможем собрать. Хочу подытожить все-таки по этому мотору, который мы сняли. Так или иначе, то есть моя теория оказалась верна. То есть туда внутрь попадал антифриз, появлялась коррозия между ротором и статором. Статор окислялся, то есть разрушался. И вот эти продукты окисления и разрушения, они попадали в расстояние, которое в зазор между статором и ротором, и подклинивали сам ротор. Поэтому со временем ротор крутился тяжелее и тяжелее. И в тот момент, когда я открыл крышку, стало все очевидно. И, кстати, мы очень-очень с большим усилием все-таки выбили ротор из статора, потому что он там был намертво. Мы даже не могли снять некоторые шестерни, потому что нужно было провернуть ротор, чтобы шестерня провернулась и открутить болты, которые держали подшипник. То есть создалась проблема, и мы еле-еле извлекли ротор из статора. Сейчас мы это все дело почистили, отправим это все дело в
печь будем сушить. И потом уже будем делать как бы сборку мотора. Я постараюсь подснять и показать результаты этого всего процесса. Такая вот интересная история. У нас здесь очередная заправочка, и мы приезжаем на очередную зарядочку на 30 минут. Она у нас предпоследняя. Мы уже находимся в Пенсильвании, но у нас здесь еще 30 минут, по-моему, или около того заправочки, а потом еще одна, последняя, минут тоже на 25 перед Нью-Йорком, и будем уже на месте. Сейчас в Пенсильвании уже длительное время. Осталось буквально 70 миль до финальной точки. Пейзажи такие. И уже утро. Мы подъезжаем к Нью-Йорку. Осталось совсем немного. На Манхэттен через туннель под водой. Вот так вот туннель выглядит изнутри. А сверху-то вода. Ну и пробка, конечно. Ну вот мы и на Манхэттене. Такое вот зданице интересное. В общем, еще 13 минут и будем на месте. Ну вот я и добрался, Манхэттен, Нью-Йорк, я на месте. Утро, уже немного уставший, конечно. Здесь с парковкой полная беда. Написано no parking anytime, но все запарковано, всем пофигу. Я вон припарковался здесь, я не знаю, надеюсь, меня не утовывают, тут пройтись чуть-чуть совсем. Но я, наверное, пройдусь, потому что там рядом вообще нет никакого паркинга. Я потом еще немножечко позже подобью итоги всего этого путешествия, а пока пойду отдыхать. Продолжаем наш ремонт мотора. Следующий день у нас мы посушили немного этот статор печи. Несколько часиков погрели его там где-то около 170 градусов. Сопротивление улучшилось, сейчас около 200-250 мегаом. Попробую сейчас на этом статоре собрать мотор. Подкинем его сначала просто на подрамнике, ну на полу, условно говоря. Проверим, все ли окей. Если будет все окей, тогда уже подкинем окончательно на машину и попробуем на нем поездить. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас я сам статор повешу на кондуктор и буду все собирать. Я еще раз померял сопротивление изоляции статора после сушки. 239 мегаом показывает. Конечно, не так, как хотелось бы гигаом или выше, но как есть, будем пробовать собирать так. Надо было, наверное, возможно, посушить немножко дольше в печи этот статор. Он сох, наверное, часика 3-4, наверное, нужно было бы побольше. Будем пробовать собирать как есть и посмотрим, что из этого всего получится. Сейчас буду собирать редуктор, переверну немного, потом накину сверху инвертор, все это дело подсоберу, заклею, поставлю на подрамник мотор и внизу на тележке подключу его ко всем коммуникациям, к силовым проводам и посмотрим, как машина на это отреагирует. Ну, в общем, редуктор я уже закрыл. Сейчас ставлю инвертор и продолжаю сборку дальше. Инвертор на месте, редуктор закрыт. Сейчас буду переходить к ротору и крышке внешней.
Мотор практически собран. Осталось поставить крышку. И здесь будет самое интересное. У нас, в принципе, самая большая проблема этих моторов – это вот эта вот крышка с сальником. Это охлаждение ротора. И самое интересное, что в последних, даже не в последних версиях, а я слышал от ребят, и они мне скидывали партномера, и как бы даже есть эти фото в интернете, что сама компания Tesla перестала делать охлаждение ротора, просто убирает здесь сальник, глушит это все дело, делает новую крышку под новым партномером. И такая проблема, как течь антифриза в мотор, она как бы автоматически исчезает. Что в принципе и сделаем сейчас мы. Только у нас нет оригинальной крышки нового типа, но мы сделаем ее небольшую модификацию. Я чуть-чуть позже покажу, как это будет выглядеть. Я наконец-то добрался к концерту. Это было непросто. Я уже был внутри, встретил своего товарища Колю, мы уже пообщались обо всем. Я даже забыл про камеру. Сейчас возьму камеру, немного подсниму концерт, и возможно еще после мы пообщаемся, и я тоже что-нибудь подсниму. Встретил Колю, мы в Чикаго в прошлый раз не встретились, потому что он забыл, что я в Чикаго, а в этот раз я его нашел в Нью-Йорке. Ну, я просто заранее тебя предупредил, что я буду в Чикаго. Приезжай в Чикаго. Ну еще у вас будет концерт 17-18 в Чикаго. У нас там 2 дня подряд фестиваль какой-то у нас там. Вы будете, Юберфест. я смотрел, вы будете в стерео какой-то. Я там был один раз. Я посмотрел в этом самом. И я там, мы там были, там эти украинские вечерницы. Так что придем с друзьями, я надеюсь, и послушаем еще раз станок на Майдане Кона. А сегодня было прикольно. Мне понравилось. Всем спасибо, до новых встреч. Катаемся по Манхэттену. Ребята пошли, как говорится, быка за яйца подержать. Есть такой бык известный на Уолл-стрит. О, глянь, там очередь, жесть. Популярные яйца у быка все-таки, как ни крути. Приехали с ребятами на знаменитое место, где все фоткаются возле моста. Но я здесь уже бывал, а ребята еще не были. Да, Коля, очень рад был видеть. Спасибо тебе большое. Рад. І не прощаємося надовго. Да, ти ж Чикаго. Я можу цьому руку герою, який через цей весь бардак вас витримав. Дякую. Да, його треба Привіт, я Святослав. И как же мы будем модифицировать крышку? Для начала мы отрежем вот эту трубку. Просто ее отрежем и уберем. И уберем сальник. Теперь я выфрезерую полностью остатки этой трубки, чтобы она была заподлицо с внутренней частью. То есть максимально уберу ее, эту трубку, насколько это возможно. Ну и вот в итоге мы имеем вот такой вот внешний вид крышки. Мы убрали сальник и убрали трубку, которая идет в ротор для его охлаждения. И сейчас мы будем использовать вот такую вот крышечку. Она запрессовывается прямо сюда. И таким образом мы убираем охлаждение ротора. И больше такая проблема, как течь антифриза в мотор, у нас не может случиться. И вот в итоге мы имеем вот такую вот крышечку здесь, которая убирает охлаждение ротора, и охлаждающая жидкость течет просто мимо этого контура, который был здесь изначально предусмотрен. Ну и теперь мы просто устанавливаем крышку на место. Сейчас все обезжирю, намажу герметиком и прикручу.
наша модифицированная крышечка на месте. Мотор весь собран. Теперь я буду его закидывать в подрамник. И попробую прямо на тачке, не ставя полностью подрамник, подкинуть все провода и посмотреть, как машина будет работать. Если будет все окей, тогда подрамник ставим на место и собираем машину и едем кататься. Здесь в Нью-Йорке, конечно, много красивых мест, этого не отнять. Сейчас я пока просто подключу на проводах все к мотору, не буду прикручивать подрамник, чтобы проверить, все ли в порядке. Если будет все в порядке, тогда я уже подкину подрамник, прикручу его и буду собирать все по низу. Все, я подкинул временную проводку, удлинил, чтобы просто попробовать. Сейчас будем включать питание и будем смотреть, что из этого получится. Включаем на место петлю. Опа. Пойдем смотреть. Пока компьютеры загружаются, я сделаю небольшую паузу. В общем, запустил я машину, не хватало аккумулятора, был разряжен. Подключил бустер, он тоже был разряжен. В общем, целая история. Подключил зарядное устройство, сейчас контакторы включились. Подключил диагностику. И теперь смотрим. У нас контакторы closed и сопротивление 1700 Ом, 1700 килоом, то есть 1,7 мегаома. 1700 килоом это хорошее сопротивление на закрытых контакторах на заднеприводной машине. Поэтому я думаю, с мотором все окей, судя по этим показателям. Я сейчас еще попробую покрутить мотором, чтобы услышать, что он работает. Но в принципе я думаю, что все будет в порядке. Я сейчас буду подкидывать подрамник на место его, собирать все по низу, кавера и, возможно, немножечко успею прокатиться. Ну, значит, рейл у нас включен, мотор у нас крутится, я слышу его звук. Поэтому сейчас буду все выключать и собирать подрамник на место. А сопротивление у нас 1680-1700 килоом, то есть хорошее в пределах нормы. Сейчас быстренько поставим полуоси на место, соберем по ходовочке и будем подкидывать подрамник на машину. А я хочу быстренько перед отпуском собрать эту машину и закончить эту работу, чтобы отдыхать спокойно. Машина у нас едет. По ошибкам у нас в принципе по ошибкам у нас ничего нет. Единственное, у нас разряжена батарейка полностью из-за этого ограничения по мощности. И из-за того, что не прокачан антифриз, я пытаюсь заряжать и перегревается чарджер. Нужно хорошенько прокачать антифриз и потом уже зарядить батарейку, а потом уже поехать кататься. Могу сказать, что у нас все получилось. Мотор поехал. Сопротивление изоляции отличное. То есть я думаю, свою задачу мы выполнили на 100%. Поэтому теперь остались легкие штрихи. Поставить кавер под капотом, потом прокачать антифриз, ну вернее в обратном все это порядке, зарядить батарею и потом уже прокатиться и отдать машину владельцу. Этот проект завершен. Все-таки мы решили немного прокатиться. Интересно же.
Остается еще ограничение по мощности, потому что почти 0%, там всего лишь 1%, наверное. В общем, мы немного прокатились. Машина едет отлично. Никаких претензий к ней нет. Ну вот и закончились выходные в Нью-Йорке. Пора уже возвращаться домой. Всех увидели, везде практически побывали, отлично провели время, поэтому пора, в принципе, уже и ехать домой. Я смотрел видео одного чувака на YouTube, и он как-то сказал, что Нью-Йорк — это тот город, который ты принимаешь не сразу. Я начинаю понемногу с ним соглашаться, потому что здесь столько противоречивых вещей происходит в Нью-Йорке, что вы себе даже не представляете. Тут такой прям микс из всего. Из национальностей, традиций, религий, культов. Из какого-то жесткого пиздеца и до каких-то очень классных, прикольных, интересных, современных вещей. Поэтому поначалу, когда ты попадаешь сюда впервые, у тебя, конечно, в голове происходит небольшое такое встряска, и ты думаешь, как это может происходить? Ну, а мы возвращаемся домой. Неплохо прокатился так. Надеюсь, там никто не пострадал сильно, ну или хотя бы не погиб. Такая пробочка большая образовалась. Продолжаем движение. Разминулся я немножечко. Cybertruck тут заряжается у нас. Вот так вот. Ну, в принципе, Cybertruck как бы мы уже видали и трогали руками, поэтому ничего такого в этом удивительного нет. Но, как бы эта тема не была уже достаточно не нова, Cybertruck всегда вызывает интерес. И это факт, с которым сложно поспорить. А мы сейчас зарядимся чуть и поедем дальше.